Доброй ночи, друзья. Сейчас я хочу показать один очень сильный ритуал на подчин людей, чтобы люди вам подчинялись. Однако этот ритуал получается только у людей посвященных и не только посвященных, а еще тех, у которых большой стаж работы, скажем так, практика большая, много лет, но более 10 лет, скажем, и так далее. Тогда у этих людей получится подчинить себе окружающую среду своей воле, диктовать свою волю, чтобы уважали, боялись, почитали. Вообще, испокон веков колдуны проводили такие обряды, ритуалы. Если бы мы не проводили их, то, наверное, нас бы не уважали, не боялись. Именно потому, что мы все время прибегаем к помощи тьмы и духов тьмы, поэтому нас обижать, трогать не рекомендуется. В данный момент на алтаре вы видите Бафомета и двух Гекат. Одна выполнена в стиле Рима, вот она с волком ручным, а вторая статуэтка в древнегреческом стиле, это копия статуэтки ее храма. Когда-нибудь я обещала ей построить ее храм и поставить туда ее статуэтку. Если она пожелает, я смогу выполнить данное ей слово. Итак, нужны 12 свечей. Свечи церковные, перевернутые, естественно. Но я нашла такое, знаете, применение этой штучки. Я думаю, что это у многих дома есть, когда покупаете телевизор или какие-то там статуэтки или что-то такое красивое для дома, всегда это белый материал, не помню, как называется, если честно, папье-маше, по-моему. Он всегда присутствует. И в них просто очень удобно просто тыкать эти свечи. Их должно быть 12, и читать нужно 12 раз. Но я прочитаю один раз. Скажу следующее, что алтарные статуэтки и прочая атрибутика, она зависит от желания и воли любого колдуна, ведьмы. То есть это не обязательно, можно и без этого обходиться. Однако, если мы уважаем потусторонний мир, если мы уважаем духов тьмы, то они, естественно, любят, уважают нас и помогают. Вообще хочу вам сказать, что это очень реальные силы, и относитесь к этим силам очень серьезно, потому что они действительно существующие силы, и не просто о них говорим, а это не пустые слова, это проверено веками. И если мы обращаемся к ним, если мы подносим им благовония, всякие откупы, подарки, дары, благодарим их и так далее, чтим. Они, в принципе, многого и не требуют от нас. Всего-то, может быть, на перекрестке оставить мелочь, водку, фрукты иногда. Иногда обкуривать благовония дома, благодарность им за то, что они нам дают. И они возвращают в 100-кратном размере и более чем 100-кратном, я вас уверяю. То есть это не привередливые духи, им важно не то, сколько ты тратишь на них, а то, сколько раз ты вспоминаешь и благодаришь, потому что их нужно благодарить. Если они дают, то быть благодарным – это очень выгодно для Вселенной, потому что чем больше ты благодаришь, тем больше тебе дается. Итак, 12 свечей. Этот ритуал желательно делать с 12 до 5 утра. Вообще время темной силы это с 12 до 3, 00 часов до 003. Они особенно активны. Но вообще темные силы, конечно, слушают и выполняют, и идут нам навстречу и помогают в любое время. В принципе. Просто есть определенное время, можно соблюдать, и тогда ритуалы будут сильнее. Итак, начнем.
Повторяю, я читаю 1 раз, но это нужно читать 12 раз. И потому я, естественно, сниму этот ролик, а после сделаю для себя как положено. Еще раз показываю, желательно черные свечи. Вот на алтаре Бафомет, как воплощение собирательного образа тьмы, я уже об этом говорила. Не буду к этому возвращаться. Очень сильная сила, сильное божество, хоть и собирательный образ тьмы. Однако, несмотря на то, что где-то он приукрашен, где-то там по-новому как бы представляется, в любом случае это всего лишь воскрешение образа очень древнего шумерского божества, того же Ваала, Вельзевула и так далее, и так далее. Но про Гекату мы говорить не будем, мы уже знаем, кто она. Она мать всех колдунов, колдуней, хозяйка перекрестков. Гекату многие видели. Я помню, что мой дед рассказывал, ночью они охраняли поле колхозное, и вот они увидели женщину, которая прошлась со свитой собак. Сначала думали, что это какое-то непонятное существо, но потом очень сильно испугались, увидев вот эту всю обстановку и то, что вокруг был какой-то жуткий вой, шум и так далее. На следующий день, когда пошли проверять эту дорогу, то увидели, что трава полностью высохла по той дороге, по которой она прошлась, а дело было весной. Итак, начнем. Лучше становиться перед алтарем или кланяться, как вам больше подходит. Как свечи сии тают, да опадают на моих глазах, так вы и все люди. Пусть весь год, весь век передо мной трепещут, сгибаются, да на колени падают. Да словесам моим внемлят, и прелый Пимича будет и князь, и царь, таково тепереча и будет и. На древнерусском языке читается заговор так, как написано. Неважно, понимаете вы этого или нет. Лучше сохранить первозданность, тогда оно будет сильнее, поскольку эти силы, эти духи веками привыкают именно к этим словам. И, естественно, выполняют и именно вот то, что вы читаете, ну, то есть в этом стиле, на старославянском. Итак, еще раз повторюсь, лучше подготовить алтарь, где преобладают черные свечи. Берем то божество, которое сильнее для нас и ближе, к которому мы чаще обращаемся. И вообще те силы, которые для нас покровители, как мы их считаем. Да, у каждого колдуна есть свои покровители. Кто-то называет их, кто-то нет, неважно, но они есть всегда. И перед ними проводим ритуалы для того, чтобы они были сильнее во много раз. Если будут вопросы, можете задавать их в моей почте. И большая просьба, пожалуйста, напишите, представьтесь, поскольку почты у вас по-разному называются, названия разные, но то есть ваши личные данные там иногда не присутствуют, просто здравствуйте и так далее. Я иногда не отвечаю, потому что не знаю, кому я пишу. Всего вам хорошего и спокойной ночи.